Сербия – маленькая балканская страна, где любят русских, говорят на похожем языке и раздают ВНЖ. Привет, меня зовут Ваня Скляренко, и в этом видео я расскажу главные плюсы и минусы Сербии. Все это записываю, потому что когда мы переехали в Сербию, то что мы смотрели на Ютубе, оно стало очень сильно отличаться с тем, что мы увидели в реальности. Поэтому я не буду отталкиваться от каких-то гайдов, смотреть какие-то источники в интернете и так далее. Я дам вам четко свои 5 плюсов и 5 минусов, которые мы заметили, живя в Сербии. Приятного просмотра! Давайте начнем, конечно же, с минусов. И на самое первое место, с самым первым минусом я поставил, соответственно, самый главный минус. Это курение, потому что здесь это прям отдельная тема для разговора. Курит здесь каждый второй. Курят на остановках, в кафе, в ресторанах, на природе, в компьютерных клубах, везде курят, и курят все, и подростки, и взрослые, и старшее население. Курят также все, и сигареты, и электронные сигареты, и айкосы, и гло, и что еще можно курить, там и кальяны, и сигары, и все на свете здесь тоже курят. Не редкость просто, когда ты приходишь из ресторана или из компьютерного клуба домой, и весь оставшийся день от тебя воняет табачным дымом, как будто бы ты сам курил. Но, в принципе, такой вайб Сербии: в одной руке у тебя сигарета, в другой чашка кофе, и на этом жизнь удалась. Второй минус – то, что здесь все в граффити, и их никто не хочет убирать. В 90-х в Белграде, как и в целом в Сербии, была разруха, и граффити были в виде социального протеста. Как мне, во всяком случае, рассказывал наш арендодатель, он сам серб. Они есть на самые разные темы, начиная от поддержки любимой футбольной команды, заканчивая политическими вопросами там насчет Косово того же самого. Есть точно так же и нейтральные, просто ходят, разрисовывают как бы стены, на автобусах что-то рисуют и так далее. Эти граффити как бы никто не убирает, и даже наоборот их продолжают рисовать, просто не так активно. В этом уже есть свой вайб Белграда, но выглядит немного пугающе. Также уже новая информация, я точно так же поузнавал у сербов, кто немного в этот вопрос хотя бы как-то погружен. Вроде бы как в 2024 году планируют убирать, начинать эти граффити. Неизвестно, сколько это займет времени и сделают ли они это в принципе вообще, но вроде как они сейчас набирают людей и в 2024 году начинают эти граффити все убирать. Но работы здесь реально много. Третий минус – это разруха. У меня на этот счет достаточно двоякое мнение, но скорее это все-таки минус, чем плюс. Не удивляйтесь, если, гуляя по центру, вы увидите ржавые железки, отслаивающуюся краску, раздолбанные тротуары. Это норма. Это, конечно, создает некоторую атмосферу, но если бы все было целым и отреставрированным, то было бы, как мне кажется, намного приятнее, нежели была эта разруха. Четвертый минус – это смог. Я бы сказал, наверное, даже не просто смог, а смог в смеси с туманом, потому что это здесь прям реально достаточно большая проблема, в принципе, проблема на Балканах. Смог бывает здесь настолько большой в отапливаемый период, что вы можете видеть буквально 10 метров от вас, дальше будет все просто в тумане. Само собой, что всем этим не полезно дышать, да и просто это как бы добавляет некой серости, и не видно никакого солнца, и действительно это влияет точно так же на эмоциональное состояние. Когда солнышко светит, как бы эмоций побольше, настроение получше, а здесь все полностью серое. В городе еще более-менее, когда начинаешь приближаться к пригороду, там уже побольше этого самого смога, тумана. Когда вы в принципе выезжаете из города, то там уже реально сложно увидеть что-то дальше 10 метров, какой бы свет вы ни включали. Поэтому это достаточно большая проблема не только Сербии, но и Балкан в принципе. Пятый, последний минус – это аренда жилья. Тут будет сразу 3 минуса. Во-первых, здесь практически невозможно найти квартиру или дом от владельца. Практически все сдается от агентств, и чем меньше город, тем больше этих самых агентств. Например, в Белграде 80% это агентство, а в Нови Саде 95% это агентство. Ну, соответственно, чем меньше город, тем будет еще больше этих агентств. Нови Сад, если что, второй город по населению. И этим агентствам надо откидывать по 50% за один месяц. Это разовый платеж, конечно, но приятней он от этого не становится. Во-вторых, цены. Относительно недавно цены тут были очень даже приятные. Это, само собой, говорится в рамках Сербии.
Но сейчас сюда эмигрировало очень много людей, и цены очень сильно подлетели. Конечно, такая проблема наблюдается везде, но вижу, что ее обязательно надо добавить и в этот топ. Чтобы снять нормальную квартиру в Белграде, надо минимум 500-600 евро, и это будет однушка на окраине, если вы хотите себе хорошую квартиру и хороший дом. В центре вы за эти деньги тоже сможете снять, но, скорее всего, будет уже не так комфортно, и надо будет отдавать побольше денег. В-третьих, коммуналка. В отопительный сезон она может доходить до 100 евро в месяц, потому что в Сербии нету на 100% центрального отопления, и многие греются за счет электрических обогревателей. Это скорее проблема больше для жителей стран СНГ и России, потому что для нас это не совсем привычно. Это были субъективно мои минусы, и возможно у вас есть какой-то другой взгляд на этот счет, или у вас есть другие минусы, и можете их написать в комментарии под этим видео, я обязательно все прочитаю с удовольствием и всем вам постараюсь ответить. Но не бывает минусов без плюсов, и на мой счет, на мой взгляд, они перевешивают все-таки. Само собой, первый плюс, и он же самый главный, это, в принципе, причина, по которой люди едут в Сербию, это гражданство и ВНЖ этой страны. Если раньше быстрее всего можно было получить гражданство в Аргентине, то сейчас с ней конкурирует Сербия. Совсем недавно вышел закон, по которому вы можете получить гражданство в Сербии, прожив 3 года в стране. Вы сначала подаетесь на ВНЖ, получаете его, через 3 года подаетесь на ПМЖ и сразу подаетесь потом на гражданство. Сейчас это лучший показатель в мире по натурализации, быстрее вы нигде такого не найдете. И само собой ВНЖ. Здесь его может получить каждый без любых помогал. Есть куча бесплатной информации, кстати, ссылки на нее я тоже оставлю, есть офигенный гайд, по которому вы можете сделать все полностью сами, никому не обращаясь. Само собой есть просто иная другая бесплатная информация, как легализоваться, и это можно успеть все сделать за 30 дней пребывания в стране. Но если вы не успеваете, то вы можете с визой ранить, и делать вы так можете бесконечное количество раз. Люди здесь так живут годами. Второй плюс – это качество продуктов в Сербии. Нигде не слышал, чтобы это упоминали, но в Сербии очень высокое качество продуктов. Тут спокойно можно в масс-маркете купить мясо или рыбу высокого качества, овощи и фрукты также идеального качества. То же самое касается молочной продукции. Сербия – это индустриально-аграрная страна, и поэтому здесь овощи и фрукты своего производства. И здесь, например, есть бренд Макси. Макси – это точно так же и сеть супермаркетов, одна из самых крупных. Это не наша красная цена в России. Здесь это реально крутое качество от магазина, соответственно, за более приятные деньги. Поэтому качество продуктов, мяса, рыбы, всего на свете, что можно съесть, здесь реально высокое. Третий плюс, как бы это странно ни было, но это главное в Сербии, это сами люди, то есть сербы. Сербы невероятно добрые люди. При разговоре они всегда улыбаются, но это не американская улыбка, а настоящее счастье, потому что они любят поболтать, как будто бы у них на этих разговорах подвязана вообще вся жизнь, и жить они без этого не могут. Они готовы всегда помочь и подсказать, причем не только словом, но и реально делом. И это касается не только русских, но и вообще любой нации. Четвертый плюс, он скорее будет более локальным таким, но все-таки это плюс. Это машины. Это уже скорее будет полезно тем, кто решил тут оставаться жить, или как минимум на долгосрок. В Сербии сейчас цены примерно в 1,5-2 раза дешевле, чем в России. Понятное дело, что в основном я говорю про немецкие, французские, итальянские машины, ну и другие европейские. Ну и пятый плюс – это стоимость жизни. Если сравнивать с другими европейскими или даже балканскими странами, то в Сербии очень приятная стоимость жизни. Хороший уровень жизни с тем, что вы будете проплачивать, скажем так, вашу компанию или ИП для того, чтобы здесь находиться, на 2 человек, вы можете рассчитывать примерно на 2000 евро. Это будет хороший реально уровень жизни. Условно московские цены. Для Европы это реально прям очень приятно.